Эйлат – замечательный израильский курорт в Эйлатском заливе Красного моря. Температура воды в заливе круглый год плюс 23 градуса Цельсия, что создает отличные условия для прибрежных кораллов и диковинных рыб. Так что погрузиться в этот невероятной красоты подводный мир, полный сюрпризов, это просто must-have в Эйлате. А еще Эйлат – это горы, и зима – это самое время пройти по Красному каньону, увидеть уникальные амрамовые столбы, восхититься пейзажами, открывающимися вам на протяжении всего маршрута по каньону Шхорет и Эйлатским горам. А еще можно несколько дней провести в удивительном парке Тимна. Уникальные природные формации, медные рудники фараонов и царя Соломона. Здесь можно окунуться в историю еврейского народа, посетив скинию Моисея. Итак, мы едем в Эйлат. Друзья, мы едем по 12-й трассе. На этом участке дороги трасса идет буквально вплотную к египетской границе. И то, что мы сейчас видим, это пограничный разделительный забор. Нужно сказать, что по этой дороге мы едем в Эйлат не в первый раз. Но в этот раз мы впервые увидели египетских солдат, патрулирующих границу. Вот в этом месте я хочу поделиться с вами кадрами, которые увидела в новостях в день монтажа видео. Граница Египта с Газой. Тройная заградительная стена. Из чего бы это арабы так отгородились от арабов? Ну да ладно, сегодняшний выпуск не об этом, а о том, как выглядит Эйлат зимой 2024 года. А выглядит наш замечательный курорт местами вот так. И вы знаете, может быть, вам покажется это странным, но меня это радует. Город обновляется, готовясь к новому летнему сезону. Очень логично использовать зимний сезон, когда спрос на гостиницы резко упал, для строительства и ремонта. Такую же ситуацию мы наблюдали во время пандемии коронавируса. И вот сейчас во время войны. Но я в этом вижу позитивную сторону. Такой, знаете, посыл на созидание. Ну а мы приближаемся к гостинице. В этом году у нас случился приятный сюрприз от Исратель. Дело в том, что мы не любители больших и шумных пятизвездочных отелей. Нам больше нравится снимать небольшие спокойные гостиницы по приятной цене. Поэтому наш выбор в Эйлате – это трехзвездочная Исратель Ривьера Клаб. В этом году она обошлась нам, внимание, 460 шекелей за 3 ночи. Но это еще не все. Сюрприз заключался в том, что за неделю до заезда администрация гостиницы нам сообщила, что Ривьера Клаб на наши даты закрыта, и нас поселят в другую гостиницу на наш выбор. И мы выбрали
Royal Garden. 5 звезд. За те же деньги. Я в шоке. Royal Garden дороже Ривьеры в 5 раз. Давайте посмотрим, что мы получили. Как я уже сказала, в Эйлате сейчас мертвый сезон, и все гостиницы стараются немножечко облагородиться, отремонтировать то, что подлежит ремонту. Вот здесь бассейн, это бассейн с песком. И этот песок подогревается, но сейчас здесь воды нет, он не работает, к сожалению. Ну что ж, ребята, делюсь то, что мы получили за вот те маленькие деньги. Душевая со стандартным набором туалетных принадлежностей. Спальня детская. Салон. На удивление, кухня. Вот я этого не ожидала. Вот такой салон. И вход в спальню. В спальне свой санузел. Кстати, в мае у нас заказаны 4 ночи в Ривьера Клаб. Обязательно сделаю обзор для сравнения. И это еще не все. Есть балкон. Представляете? Балкон. И это, кстати, вторая береговая линия. Ну, конечно, это не вид на Эйлатский залив, но море где-то там. Погода отличная. Не жарко. В Эйлате не жарко. Это нонсенс. Такое бывает только зимой. Ну и традиционный ужин с видами. И еще одна традиция – после ужина выйти на променад. Я стою сейчас и просто плачу. Мы приехали в Эйлат отдохнуть и отвлечься. Отвлечься просто нельзя. Здесь стоят люди с портретами похищенных членов их семей. Невозможно. Просто невозможно. Людское горе, горе Израиля. Это
не высказать словами. От этого нельзя убежать. В любой точке Израиля ты это чувствуешь, ты это ощущаешь, ты этим живешь. Ты просто этим живешь. להיות עם חופשי